Здравствуйте, мои хорошие! Я Алла, и вы на моем канале «Просто так». Скажите, а вот вы знали, что маленькие подушки называют думочками? То есть берешь подушку, кладешь ее под щечку и думу думаешь, размышляешь. Вот подруга моя попросила сделать для нее такие подушечки. И я хочу поделиться с вами этой великолепной идеей. Итак, будем делать думочки, маленькие подушечки. И для этого нам понадобится джинсовая ткань, идеально для любой идеи. Вот такая у меня есть кружевная, цветная джинсовая ткань у меня. Ну, вы же знаете, что можно как бы варьировать тканями, как вам захочется. Красную ткань я взяла для основы и для сердечек. Будем делать еще сердечки. Это вот флисик такого цвета и две ткани цветные. У меня это вот такие полосочки трикотажные. Ну, будем решать самостоятельно, какие ткани мы выбираем. Для начала я нарисовала эскизы. Вот такие замечательные зверушки. Сейчас покажу. Вот такая собачка и вот такой котенок. Рисовать мы сегодня не будем. Эти эскизы вы найдете у меня в описании под видео. Ну а дальше что мы делаем? Вырезаем. Все по схеме. Вырезаем туловище отдельно, шапочку отдельно. Вот такие выкройки у нас получились. Теперь это все нам нужно перенести на ткань. Я это уже сделала. Из флиса я вырезала котенка. Посмотрите внимательно. Не забудьте, что вот здесь по головке нужно добавить припуск, как бы на шов. Потому что шапочку мы будем делать внахлёст, вот так вот. Точно так же и собачка. Я дала здесь припуск на шов. Вот такие у нас получились фигурки из флиса. Я проклеила флизелином, чтобы легче было работать потом. Мы будем делать аппликацию. Вот такая шапочка будет у нашего котенка. Вот такая вот. Видите, я делаю внахлёст. Так будем пришивать. И такая шапочка будет у нас у собачонки. Щеночка. Вот такие пока фигурки. И теперь нам нужно сделать основу, на которую мы будем пришивать наши фигурки. Мы будем делать сразу две подушечки, поэтому готовим две основы. У меня это красная ткань, на которую мы будем пришивать все наши детали аппликации. Сначала берем два кусочка, да, будем сразу две делать. Подушки у нас будут 25 на 25. Мы даем на шов, получается 28 где-то на 28. Итак, вот и наша основа. Сначала мы пришиваем вот выкраиваем джинсовую деталь. Верх у нас будет джинсовый. Мы прямо вот так вот по контуру прошиваем. И низ у нас будет вот такой полосатый. Делаем две такие детали. Сейчас я сделаю и покажу, что мы будем делать дальше. Я прошила эту деталь по контуру, пришила низ зигзагом. Вот здесь обработала зигзагом. Вторую деталь я пришила только верхнюю часть. Вот верхнюю часть.
Нижнюю часть я не пришивала, потому что я хочу вот здесь пришить кружево. Вот так. И хочу, чтобы эта часть была спрятана под нашей полосатой тканью. Вот таким образом. То есть я пришиваю сначала это кружево, затем пришиваю нижнюю часть. На этой детали я пришиваю кружево с этой стороны. Вот таким образом. Тоже по контуру. Вот так. Вот такие две детали у нас получились. Как вы понимаете, это домики для наших малышей. И мы начнем сейчас их сюда поселять, в квартирке. Здесь будет жить котенок. Вот так вот. А здесь будет жить наш маленький щенок. Собачонок. Такой вот. Как мы все дальше делаем? Сначала мы пришиваем туловище. По контуру обстрачиваем. Затем, после того, когда по контуру прошлись обычной строчкой, мелким зигзагом также проходим по контуру. Точно так же затем прикладываем шапочку, проходим по контуру обычной строчкой, а потом мелким зигзагом. Чтобы легче было пришивать, я, например, приклеиваю вот таким клеем, карандашом наши детальки, а затем пришиваю. Так будет проще, удобнее. Вот так вот приклеиваем и пришиваем. Видите, приклеился клей. Это очень удобно. Сейчас я все это сделаю и покажу, что делаем дальше. Вот смотрите, какая милота у нас получается. Уже вырисовываются наши зверушки в домике. И вот представляете, я совершенно забыла про вот эти вот маленькие симпатичные ушки. Придется их отдельно, вот отдельно вырезала, пришью сейчас. А котику не забыла. Я вставила ушко под шапочку и прошила уже поверху. Так, конечно, проще. Ну, ничего. Главное, что мы всегда можем все исправить, поправить и переделать. Сейчас наступает такой очень важный момент. Нам нужно с вами сделать мордочки, вышить ножки, глазки. Как это мы будем делать? У меня есть вот такой вот карандашик. Он исчезает под утюгом. Если у вас такого нет, можно нарисовать все вот эти детальки мягким простым карандашом. Прикладываем выкройку, да? Ну, я буду вот так делать, а вы рисуем глазки. Да? Проще смотреть и рисовать, чем копировать. Носик маленький. Вот так вот. Ну, потом усики. Сейчас вот нам нужно... Все это мы можем вышить вручную. Можно на машинке, кто смелый. Я попробую, конечно, на машинке. Я смелая. Вот такие вот лапки. Здесь тоже такие кружочки. Ну, это, конечно, вручную, наверное, придется вышить, потому что мелкие детали. И вот это все мы перенесли на наш рисуночек.
И теперь нам нужно это все вышить. Я думаю, что вышивать будем контрастной ниткой, хотя туловище здесь можно вышить тоже кремовой ниткой, но здесь я вышью, наверное, такой коричневой ниточкой. И точно так же делаем все с нашим песиком. Сейчас покажу. И вот что у меня получилось. Я добавила сердечки, вышила зигзагом основные детали, вручную вышила мелкие детальки, и получилась вот такая вот история любви. Очень мне нравится, очень красиво, просто чудо чудесное. Ну уж точно в магазине не купишь. Итак, верхняя часть нашей подушечки готова. Теперь нам нужно сделать нижнюю часть. У меня нижняя часть будет красная. Вот таким образом. И чтобы нам не ошибиться, смотрите, здесь не будет молнии, здесь будет просто вот такая вот отверстие, через которое мы можем вставить внутреннюю часть подушки. Итак, выкраиваем верхнюю часть, вот такую, и кусочек нижней части. Вот смотрите, вот так вот складываем. И чтобы нам не ошибиться при пришивании вот этой нижней половинки, нам нужно, ну, я предлагаю закрепить вот эти детали снаружи вот таким образом. Здесь и здесь можно прошить, чтобы не болтались части. А затем вот так вот перевернуть лицо к лицу, вот таким образом, и прострочить по периметру сначала обычной строчкой, а потом зигзагом обработать, или же, если есть оверлок, оверлоком. И затем у нас будет все прекрасно, красиво, аккуратненько. Подушечка будет полностью готова. Сейчас я закреплю все и покажу, что же в конечном итоге у нас получается. Я прострочила зигзагом. Прямая строчка, затем зигзаг. И вот вывернула одну наволочку, ее вывернула. Вот такая она у нас получается. Очень аккуратно, красиво. Вот здесь такой проем для того, чтобы вставить подушечку. Но сейчас я бы хотела вам показать один маленький, ну, не знаю, лайфхак, секрет или что, я не знаю, как это назвать. Вот смотрите, вот видите, я вывернула подушки, у нас такие просто идеальные уголочки. И мне не пришлось там иголочкой подковыривать, чтобы выровнять эти уголочки. За счет того, что, когда мы выворачиваем, смотрите, палец вот так вставляем, а этой левой рукой, вот так, смотрите, подгинаем одну сторону, вот раз подогнули, два подогнули. Вот надо вот так вот подогнуть. А потом вот так прям вывернули. И у нас получается уголочек такой ровненький и остренький. Вот не надо там дополнительных действий делать, там иголкой вот подковыривать, вот как мы обычно выворачиваем, да, или обрезать уголочки. Вот еще раз. Загинаем в одну сторону, в другую сторону. И вот так вот натягиваем на пальчик. И раз, и выворачиваем. У нас получается вот такие ровные уголочки. Точно так же делаем и с этими уголочками. Подвернули, подвернули, вывернули. Потому что на подушках, на наволочках редко вот здесь обрезанные уголочки. Все равно они остренькие. И нам надо, чтобы они были красивые. Для этого я вам предлагаю выворачивать вот таким образом эти уголочки. Вот видите,
ровненький, не требует никаких дополнительных действий. У нас получается вот такая замечательная, красивая наволочка, одна и вторая. Это очень душевно, очень красиво. И представляете, какую радость вы доставите людям, которым подарите такие подарки. Вот такая у нас изнанка. Здесь отверстие. Вот такая вот история любви. Сейчас я заправлю в эти наволочки подушки и покажу, как это будет смотреться. Прелесть. Очень красиво. Очень. Ну, вот такая вот история любви, можно сказать, у меня получилась. Подушки-думочки. Представляете, какие думы будут думаться на таких подушечках? А в интерьере какая-то будет радость и красота. А подарок какой-то будет восхитительный. Делайте такие подушечки, дарите тепло, радость, любовь и счастье своим близким и родным. А я прощаюсь с вами. Если мое видео оказалось вам полезным, поставьте мне, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Всего вам доброго, прекрасного, хорошего, любви и счастья. Пока-пока. До новых встреч!